Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ирмина. Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня в данном видеоуроке я вам покажу мастер-класс по вязанию крючком. И вы буквально за один день, а некоторые даже за один вечер, сможете связать очень модный стильный аксессуар. Перед тем, как приступить к вязанию шарфа, вяжите образец узора. Я буду вязать из пряжи Lanagol Classic от Alize. Ссылку на пряжу и на интернет-магазин оставлю вам в описании под этим видео. Раппорт узора 3 петли. Высота раппорта 2 ряда. Общее количество петель должно быть кратное 3, плюс 2 петли для симметрии узора. 1 петля в начале ряда и 2 петля дополнительная в конце ряда. Мы будем с вами вязать 5 раппортов. 5 раппортов умножаем на 3 петли, 1 раппорт, получаем 15 петель. Плюс 2 петли для симметрии узора. Общее количество набранных петель должно быть 17. Вяжем цепочку из 17 воздушных петель. Размер крючка 3,5. Вяжем первый ряд узора. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 петли подъема, 1 воздушная петля элемент узора, накид. Далее мы с вами пропускаем от конца цепочки 7 петель и 8 петлю вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 8 петлю провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Теперь мы будем вязать в обратном направлении. Вводим крючок, вот пропускаем от столбика с одним накидом. Получается у нас вправо. Назад движемся, 1 петлю пропустили, через петлю провязываем 2 столбик с одним накидом. И у нас получаются столбики перекрещенные. Вот так вот мы их перекрестили. Все, связали с вами 1 раппорт узора. Следующий раппорт узора у нас вяжется через 2 петли цепочки. Вот смотрите, здесь у нас столбик уже провязан. Мы пропускаем 2 петли цепочки. 1, 2. И в 3 петлю провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Теперь мы вяжем в обратном направлении. Пропускаем 1 воздушную петлю цепочки. И во 2 петлю вяжем 2 столбик с одним накидом. Значит, смотрите, у нас раппорт узора состоит из 3 петель. И в основу раппорта входит вот этот элемент. Это 2 перекрещенных друг с другом столбики с одним накидом. Давайте повторим раппорт еще раз. Закрепим. Накид. Значит, здесь вот у нас в эту петлю уже связан столбик. Пропускаю 2 петли. 1, 2. В 3 петлю провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Пропускаю петлю. И в следующую петлю во 2 провязываем 2 столбик с одним накидом. Значит, рукодельницы, которые умеют вязать, читать и вязать по схемам, вяжут по схеме узора, а начинающие вяжут вместе со мной. Значит, смотрите, вяжем следующий раппорт. Это у нас по счету 4. Смотрим, где у нас петля, в которую мы провязывали столбик с одним накидом. Вот от этой петли отсчитываем 2 петли и в 3 вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, возвращаемся назад, отступаем 1 петлю, пропускаем, через петлю во 2
Провязываем столбик с одним накидом. Это у нас с вами уже связан 1, 2, 3, 4. 4-й раппорт. Заканчиваем вязать. Провязываем 5-й раппорт. Пропускаем 2 петли цепочки 1, 2. В 3-ю петлю столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Здесь я пропускаю 1 петлю. В обратном направлении провязываем через петлю, получается столбик с одним накидом. Заканчиваем вязать ряд. 1 воздушная петля. Здесь у нас крайняя петелька воздушная, и вот мы в нее провязываем 1 столбик с одним накидом. Смотрите, вот у нас при поворотном вязании туда и обратно ряд должен начинаться и заканчиваться одинаково. Данный вид узора можно вязать прямыми и обратными рядами и по кругу. Мы вяжем узор туда и обратно. Первый ряд это у нас будет изнаночная сторона узора. Вяжем 2-й ряд. 3 воздушные петли подъема. 4-я петля воздушная, элемент узора. Разворачиваю вязание на другую сторону. Сейчас между 2 столбиками с одним накидом мы будем с вами вязать шишечку, состоящую из пышных столбиков. Смотрите, как мы вяжем. Накид на крючок. Поверх воздушной петли между столбиками вытягиваем петлю и считаем. Вот у нас накид и вытянутая петля это раз протяжка, накид, вытянутая петля 2 протяжки, накид, вытянутая петля 3 протяжки, накид, вытянутая петля 4 протяжки, накид, вытянутая петля 5 протяжек, накид, вытянутая петля 6 протяжек, накид, вытянутая петля 7 протяжек, накид, вытянутая петля 8 протяжек. Через все петли мы вот захватываем рабочую нить, протягиваем. У нас на крючке 2 петли, фиксируем их, закрепляем. Все. Связали с вами пышный элемент, шишечку. Количество протяжек может быть здесь любое. Все зависит от того, какой объемный узор вы хотите получить, какая шишечка должна у вас быть, и также какое у вас количество пряжи. Здесь расход пряжи большой. Можно связать шишечку из 5 протяжек, из 6 и даже из 4. В общем, пробуйте, экспериментируйте. 2 воздушные петли. Значит, далее находим 2 скрещенных столбика, между ними воздушная петля, делаем накид, 1-я протяжка, накид, 2-я протяжка, накид, 3-я протяжка, накид, 4-я протяжка, накид, 5-я протяжка, накид, 6-я протяжка, накид, 7-я протяжка, накид, 8-я протяжка. Все. Захватываем рабочую нить, через все петли ее проводим, пропускаем 2 петли на крючке, соединяем вместе. Вот шишечка у нас это элемент раппорта, и заканчиваем вязать раппорт 2 воздушные петли. Все. Значит, в основу раппорта входит вот этот элемент шишечка и 2 воздушные петли. Вяжем следующий раппорт. Опять же, между 2 скрещенными столбиками делаем накид, протяжка 1, накид, 2-я протяжка, накид, 3-я протяжка, накид, 4-я протяжка, накид, 5-я протяжка, накид, 6-я протяжка, накид, 7-я протяжка, накид, 8-я протяжка. Все, связали, захватываем рабочую нить, через все петельки перенесли, на крючке 2 петли, соединяем их вместе, заканчиваем вязать раппорт 2 воздушные петли. Связали мы с вами 3 шишечки, 3 раппорта. Видите, какой он очень объемный узор. То есть, либо вы меняете пряжу, берете потоньше, либо меняете количество протяжек. Попробуйте.
Свяжите 4 протяжки, 5, 6, мне кажется 8 это слишком много. Далее вяжем следующий раппорт, накид, между столбиками поверх воздушной петли накид, протяжка, накид, протяжка, накид, третья протяжка, накид, четвертая протяжка, накид, пятая протяжка, накид, шестая протяжка, накид, седьмая, накид, восьмая протяжка. Все, связали, соединили все петли и 2 петли вместе. 2 воздушные петли, связали раппорт. 4. 5 раппорт, накид, между столбиками поверх цепочки протяжка, накид, протяжка вторая, накид, третья протяжка, накид, четвертая, накид, пятая протяжка, накид, шестая протяжка, накид, седьмая, накид, восьмая. Связали 8 накидов, 8 протяжек. 2 воздушные петли соединяю вместе. Далее провязываем 2 воздушные петли раппорта и заканчиваем ряд. Здесь вот у нас по схеме вместо 2 1 петля. Давайте так и свяжем, как по схеме. И заканчиваем столбиком с одним накидом. Пропускаю 1 воздушную петлю, во вторую петлю вяжем столбик с одним накидом. Если у вас будет тянуть вот этот край, вот здесь вот, можете связать не 1 воздушную петлю, а 2. Вот такой вот у нас объемный очень узор получается, видите. Так, мы с вами связали 1 раппорт узора. Раппорт узора 2 ряда. Давайте я сейчас вам покажу, как приступить к вязанию второго раппорта. Будем его вязать так же, как мы вязали с вами первый ряд узора. То есть третий ряд вяжется точно так же, как первый. Уже связано 2 ряда, 1 раппорт. Давайте разберем с вами, как расположить, разместить узор. Все четные ряды располагаются по лицевой стороне узора, а все нечетные вяжутся по изнаночной. Но здесь узор можно считать двухсторонний, он неплохо смотрится с лицевой и с обратной стороны. Так что этот узор идеальный для вязания шарфа. Вяжем третий ряд по счету, либо первый ряд второго раппорта. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. 4 петля элемент узора. Разворачиваем вязание на другую сторону. И вот здесь смотрите, каким образом связать раппорт. Между шишечками у нас 2 воздушные петли. Вот поверх цепочки с 2 воздушных петель я провяжу 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Далее у нас от шишечки справа также связана 1 воздушная петля. Вот поверх этой воздушной петли вяжем 2 столбик с одним накидом. И у нас 2 столбика перекрестились друг с другом. Связали 1 раппорт. И повторяем. Значит, следующий у нас между, получается, вот 2 шишечки. И мы первый столбик с одним накидом вяжем между 2 и 3 шишечкой. 1 воздушная петля и двигаемся в обратном направлении. Теперь 2 столбик мы будем с вами вязать между 1 и 2 шишечкой. Вот 1, 2. Вот сюда. Второй раппорт узора. Вяжем 3 раппорт. Первый столбик будем вязать между 3 и 4 шишечкой поверх цепочки из 2 воздушных петель. 1 воздушная петля. И здесь мы уже будем с вами 2 столбик вязать между 2 и 3 шишечкой поверх цепочки из 2 воздушных петель. Связали 3 раппорта, 4 раппорт. Провязываем столбик первый вот сюда. 1 воздушная петля и возвращаемся обратно. Столбик провязываем вот здесь. Далее заканчиваем вязать раппорт.
Первый столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, второй столбик с одним накидом. Заканчиваем вязать ряд, 1 воздушная петля, выпрямляем край, пропускаем 1 воздушную петлю, и здесь вот можно, знаете, как легко в 3-ю петлю подъема. 1, 2, 3. В основании 3-й петли провязываем 1 столбик с одним накидом. Все, выровняли край, и вот у нас вот получилось 5 скрещенных столбиков, 5 раппортов. Контролируйте, чтобы не сбиться. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вы, для того, чтобы продолжить вязать узор, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания 2-го ряда и вяжите вместе со мной, повторяя все время 2-й и 3-й ряд включительно. Пряжу для вязания шарфа выбирайте любую по составу, по толщине. Вяжите образцы, подбирайте свой вариант, какой вы шарф хотите в итоге получить. Как необходимо высчитать количество петель для того, чтобы связать данную модель шарфа. После того, как связали образец узора, определяемся с шириной готового изделия. Например, ширина шарфа должна быть 20 сантиметров. Следующий шаг. Определяем количество петель. Для измерения нам понадобится линейка, либо сантиметровая лента. Значит, 1 раппорт узора 3 петли. Ширина раппорта из 3 петель у меня 1 сантиметр. Значит, в 1 сантиметр входит 3 петли. Ширина готового изделия должна быть 20 сантиметров. Значит, мы должны 20 сантиметров умножить на 3. 3 – это количество петель в 1 сантиметре. Получается у нас значение 60. 60 воздушных петель. Прибавляем 2 петли дополнительно для симметрии узора, которые вяжутся. 1 петля для вязания в начале ряда и 2 петля в конце ряда. Общее количество набранных петель для шарфа длиной 20 сантиметров должно быть 62 петли. Вы высчитываете самостоятельно, и у вас все зависит от пряжи, которую выберете, и плотности вязания. То есть у всех количество петель будет свое. Давайте рассмотрим. Вот у нас связано здесь 3 ряда. Это лицевая сторона узора и изнаночная. Еще раз напомню вам, что лицевая сторона узора там, где у нас вяжутся все четные ряды. Это вот эти шишечки, по ним ориентируемся. 2-й ряд узора. Ну, так как он двухсторонний, идеально подходит для вязания шарфа. Не нравится излишний объем шишечки, уменьшайте количество протяжек и накидов. Начните с 4 накидов из 4 протяжек. Очень мелкая шишечка не понравилась вам, свяжите 5 накидов, 5 протяжек или 6. Ну, мне кажется, 8 это очень неэкономный вариант. Во-первых, большой расход пряжи и смотрится, наверное, как-то грубовато. В общем, пробуйте, экспериментируйте, подбирайте пряжу, вяжите разными способами узоры. Я желаю вам легких петелек и хорошего настроения.